России нужно очень достаточно взвешенно строить свою политику в отношении нового грузинского руководства, несмотря на то, что власть там еще не до конца сменилась. Вот какие риски вы видите в сотрудничестве с грузинской мечтой, какие там могут быть подводные камни, и насколько вероятно, если так прогнозировать, что грузинская мечта реально утвердится после президентских выборов осенью? Я думаю, что президентские выборы в данном случае имеют мало значения. Дело в том, что в Грузии сейчас правящий режим после изменения в Конституции, внесенного еще Саакашвили, это не президентская форма правления. Гораздо более важны функции премьер-министра и парламента в Грузии. Для грузинской мечты есть другие риски. Есть риски раскола грузинской мечты. Это довольно смешанный конгломерат партий. Партии довольно разные, с разной идеологией, с амбициями своих лидеров. И имевший место недавно некоторый конфликт между Иванишвили и Аласани лишний раз это подтверждает. Я думаю, что в этих условиях в интересах России, чтобы смена власти в Грузии завершилась мирно, спокойно и успешно, чтобы бывшая правящая партия ЕНД и режим Саакашвили полностью ушли в прошлое. У нас с ним связаны не самые хорошие ассоциации, мягко говоря, и иметь с ним дело было просто невозможно. Новое руководство Грузии настроено на диалог. Понятно, что диалог имеет определенные рамки эти ограниченные, и пойти на какое-то их расширение мы не можем. У нас есть ограничивающие факторы. Главный из них — это Абхазия-Южная Осетия, собственно говоря. Но надо понимать, что и кроме Абхазии-Южной Осетии нам есть о чем говорить. Главная тематика — это вопрос экономического и гуманитарного характера, то есть это сотрудничество между обществами двух стран, между экономиками двух стран, это вопрос коммуникации, связывающих Россию с Арменией и с Турцией, проходящих через территорию Грузии. Поэтому я думаю, что, учитывая все это, нам есть о чем говорить с новым руководством Грузии. И то, что сейчас режим Иванишвили не идет на муссирование тем, которые для России болезненные, то есть отказался от муссирования темы так называемого геноцида черкесов, согласился на участие Грузии в Олимпиаде в Сочи. Все это очень важно для России сейчас. Я думаю, что если бы у власти в Грузии оставался бы режим Саакашвили, мы могли бы иметь серьезные проблемы во время Олимпиады в Сочи, а это нам совершенно не нужно. Поэтому в интересах России поддержка новой грузинской власти, понимая всю ограниченность ее возможностей, и надо понимать, что у нее не было какого-то плана действий по отношению ни к России, ни к Абхазии, ни к Южной Осетии. План действий вырабатывается, рождается на ходу, поэтому, конечно, у него есть свои какие-то недочеты, возможно, коррективы. Их можно не сносить, можно влиять на руководство Грузии. Думаю, что все это в наших силах. Главное вести диалог, разговаривать и не отказываться от контактов. Уже само по себе наличие диалога является позитивным фактом, который будет нас вести к миру, а не к войне. Вот, насколько грузинская мечта, на ваш взгляд, свободна от принятия решений, от давления, которое имеет место так или иначе со стороны Вашингтона и Брюсселя, и вот контрпартнеры России, так сказать, да, по Евроатлантическому альянсу, насколько они сильны в давлении на грузинскую мечту, и вот вы говорили о смене позиции, то есть насколько это может быть? Я думаю, что давление со стороны Брюсселя не стоит переоценивать. Сейчас Брюссель немножко не до Грузии, у него есть более насущные проблемы. Я думаю, что более важным фактором является давление, воздействие со стороны Вашингтона. Конечно, режим, имеющий место сейчас в Грузии, режим зависимый полностью от Вашингтона. Но, с другой стороны, в интересах Вашингтона сейчас отсутствие серьезных проблем в отношениях с Россией. То есть сама по себе победа Иванишвили, грузинской мечты на выборах в Грузии, она была бы невозможна без санкций, полученных со стороны Вашингтона. Я напомню, что Саакашвили, меняя Конституцию Грузии, надеялся на то, что он сумеет провести рокировочку, то есть что он делает послушного президента, а сам станет занять пост премьер-министра. Именно с этой целью он менял Конституцию. Но ему дали понять, это было сделано именно Вашингтоном, что подобная рокировочка не устраивает Вашингтон, и после довольно долгих убеждений Саакашвили согласился признать победу грузинской мечты и Иванишвили на выборах. Я думаю, что это был позитивный факт влияния. То, что американское влияние смогло поспособствовать проведению честных выборов в Грузии, это хорошо. На контрасте с другими странами Закавказья, где такие выборы не проходят, но я думаю, что в данном случае влияние американцев, оно можно считать позитивным. Что будет дальше, вопрос другой, потому что понятно, что и в Америке власть меняется, может меняться. Позиция
например, руководство Вашингтона перед выборами президентскими, позиция сразу после, позиция сейчас, она немножко различается. Но я думаю, что, опять же, сейчас Грузия не находится в центре внимания Вашингтона. Для Вашингтона гораздо важнее другие регионы. В первую очередь, это Сирия, также это Иран, безусловно. И Грузия находится на периферии. И для Вашингтона лучше, чтобы сейчас у него не было серьезных проблем, связанных с Грузией, или с отношениями между Россией и Грузией. Поэтому в данном случае интересы России и Вашингтона сходятся. А Брюссель не является серьезным игроком сейчас в этой связи. Поэтому лучше иметь дело разговаривать в Москве именно с Вашингтоном, в первую очередь, на эту тему. И такой вопрос тоже по внешним политическим аспектам политики. Может ли Вашингтон использовать втягивание Грузии в НАТО как тоже какой-то, для торга с Россией? И насколько болезненно будет для России в том случае, в среднесрочной перспективе, если Грузия будет втаскивать НАТО, взамен, допустим, спокойное проведение Олимпиады в Сочи, потенциальное там спокойное проведение чемпионата мира по футболу, что он так или иначе тоже будет с Северным Кавказом и с Россией связан. И насколько для Москвы будет все-таки болезненно, если Грузию все-таки втянут? Втягивание Грузии в НАТО является неприемлемым сценарием для Москвы. Я бы не стал это увязывать с Олимпиадой в Сочи. Олимпиада в Сочи тесно связана с вопросом безопасности в Абхазии. А говорить о безопасности в Абхазии в случае вступления Грузии в НАТО не приходится. Я думаю, что в том случае, если по чаяния вопрос о вступлении Грузии в НАТО будет актуализирован, пока что для этого нет серьезных оснований, но это вполне может быть в будущем. В этом случае возможны вполне какие-то нестандартные и резкие шаги со стороны России. Можно обозначить, например, возможность таких шагов. Это может быть обсуждение вопроса о приеме Абхазии и Южной Осетии в состав России на правах субъектов Федерации. Конечно, если брать Южную Осетию, это было бы принято, в общем-то, на ура. Мы собрали Абхазию, абхазский социум к этому совершенно не готов. Но в том случае, если будет поставлен вопрос о выживании Абхазии, а вступление Грузии в НАТО именно вопрос о выживании Абхазии, то, конечно, Абхазия согласится на этот вариант. И, конечно, такие шаги со стороны России, они только еще более усложняют ситуацию. Россия тогда будет вынуждена на них пойти. Поэтому я думаю, что мы должны довести до сведения наших партнеров, того же самого НАТО, американцев, что этот сценарий для России неприемлем, и Россия будет на него отвечать резко и негативно. Я думаю, что вполне в силах Москвы это сделать и избежать такого сценария негативного для нашей политики. Вот Южный Кавказ, он большой, там 3 страны. Во всех 3 странах в этом году выборы. Про Грузию мы говорили, про Армению уже выборы там отгремели. Это вопрос, как вы можете оценить перспективы выборов президента в Азербайджане? Я думаю, что там перспективы совершенно понятны. В принципе, если не будет какого-то внешнего воздействия, он может идти не только со стороны России и Ирана, но и со стороны Запада в первую очередь. Вот пока что симптомы такие есть, но они не очень серьезные. То есть, в принципе, Запад может использовать выборы в Азербайджане для ослабления режима, правящего в Баку. То же самое, что было сделано сейчас в Ереване. То есть Запад сумел надавить на Сарксяна, чтобы выборы были альтернативные, и получилась такая альтернатива, которая чуть не стоила, собственно говоря, стабильности Армении. Если такую же сценарий удастся сделать и для Азербайджана, это будет негативно для стабильности в этой стране. То есть перспектива очередного срока для Ильхама Алиева, она достаточно естественна, на ваш взгляд? Да, конечно. Я думаю, что там нет какой-то реальной альтернативы, ему сейчас нет. Вот, про экономические проекты, которые имеются, отметили Баку Тбилиси Карс, и энергетические проекты, которые сейчас развиваются активно в треугольнике Азербайджан, Грузия, Турция. Как Россия смотрит на такого рода проекты с перспективой возможного создания транскаспийского газопровода? Я думаю, что в данном случае позиция России не отличается какой-то неожиданностью. Вопрос здесь не в том, чтобы эти проекты будут или не будут реализованы, а вопрос в том, чтобы в случае реализации данных проектов не случилось резкого падения цен на энергоносители. Я думаю, что такой сценарий был бы негативен и для России, и для Азербайджана, и для других игроков. Поэтому тут важно в борьбе за пути поставок энергоресурсов не перегнуть палку и не добиться того, чтобы цены рухнули. Это было бы негативно для всех.